Всем привет, меня зовут Элина Федорова, и сегодня мы будем говорить о растяжках. Наверное, это самый популярный вопрос ко мне после целлюлита. Каждый раз в вопроснике кто-то спросит: Элина, вот у меня растяжки на бедрах, еще где-то, что с этим делать? Сразу скажу о том вообще, что такое растяжки, в полной мере я узнала относительно недавно. Раньше я не интересовалась особо этим вопросом и не вникала. Я узнала о том, что у меня есть растяжки, наверное, только тогда, когда пошел вот этот бум, когда в Инстаграме все начали постить фотографии своих растяжек, особенно, знаете, вот крупным планом, вот эти белые полосочки. Я только тогда узнала о том, что это реально такая большая проблема, и увидела, что, ах, да, у меня тоже есть эти полосочки белые. Скажу откровенно, я вообще никогда сильно не беспокоилась об этом, не считала вообще какой-то большой проблемой и не считала даже нужным об этом говорить. Для меня это настолько было несущественным. Я так считала до тех пор, пока не поработала на каталоге с одной девушкой. Она была моделью плюс сайз. Вот это была молодая, красивая девушка, она была очень высокая, где-то под 1,80 м, она была выше, чем я. Она не рожавшая, она была совсем молоденькая. Прекрасная девушка, но мы снимались для каталога нижнего белья, и когда я увидела ее в примерочной, я ее увидела полностью обнаженной, и я откровенно была в шоке, потому что я в своей жизни никогда такого не видела, я даже на фотографиях такого не видела. У нее были огромные такие стрии, растяжки очень широкие, красного цвета, такого розового, я бы сказала, и они были везде, они были на животе, они были на бедрах, они были на груди, они были даже на руках. При этом эта девушка, она была жизнерадостная, она очень уверенно позировала перед камерой, она вообще выглядела в целом очень хорошо, и когда человек уверен в себе, даже его дефекты какие-то, если они есть, они не кажутся какими-то страшными. Знаете, в тот момент подумала, как же круто, что даже вот с учетом всего этого человек абсолютно хорошо себя чувствует. Ну, конечно, может быть, ее это действительно там беспокоит, она это не показывала, но тем не менее. Я могу точно сказать, что когда человек зажат, когда ему в себе что-то не нравится, он комплексует из-за чего-то, это чувствуется. И наоборот, когда человек жизнерадостный и всем довольный, то тоже его иначе воспринимаешь. И единственное, что меня немножко смутило, тот факт, что когда я решила посмотреть фотографии на этом каталоге, я увидела, что все ее растяжки были абсолютно зафотошоплены. Объемы ее не уменьшали, но она была вот абсолютно как пластиковая. Вообще фотошоп был везде, и следов от этих растяжек не было. И мне показалось это немножко нечестным, что ли, потому что когда мы говорим о бодипозитиве, когда это внедряется в массы, чтобы девушки, женщины видели о том, что действительно бывает такая вот штука, как растяжки, зачем это скрывать, могли бы уже это и показывать. Тем более, если они показывают, например, модели плюс сайз, что вот девушки с весом побольше, они могут тоже рекламировать одежду, они показывают на себе эту одежду. Так было бы круто показать, что у них тоже есть растяжки, но почему-то это не сделали. Зато девочки худенькие, у которых, грубо говоря, две несчастных этих белых полосочки, они крупным планом фотографируют это и выкладывают в Инстаграм: вот у меня есть растяжки, и меня это не беспокоит, мол, это естественно. Ну, как бы, это понятно, что у кого такие две маленькие полосочки, у меня тоже они маленькие, я тоже могу их сфотографировать и выставить, они мало кого тревожат. Нет, безусловно, может быть, есть такие перфекционисты, которых одно там маленькое пятнышко, родинка, я не знаю, маленькая растяжка, это уже все, это повод для паники, но для большинства девушек все-таки это не является такой уж большой проблемой. Например, у меня есть не маленький такой шрам от аппендицита, он у меня с 3 лет, то есть мне аппендицит вырезали уже сколько лет назад, а шрам по-прежнему остался. И тем не менее, я считаю, что его не нужно фотошопить, я в принципе его показываю, не стесняюсь и считаю, что в этом вообще ничего страшного нет. Хотя я бы могла убрать его лазером, но как бы мне все равно. Что касается растяжек. Растяжки есть, наверное, практически у каждой девушки, но, безусловно, у кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей степени. Что такое растяжки? Это чрезмерное растяжение кожи. Это разрыв тканей, подкожной клетчатки. Когда все это зарубцовывается, потом получается вот такая белая полоска. Причем растяжки могут быть на разных частях тела, они могут быть разной ширины, разной длины. Когда это растяжки новые, когда они только появились, и им до полугода, они имеют розововатый, такой багровый цвет, фиолетовый, а потом они начинают светлеть и становятся такого белого цвета. Почему появляются растяжки? Первая причина — это может быть в подростковом возрасте, когда меняется гормональный фон, когда организм быстро растет, прибавляет в весе, это может вызвать растяжки. Вторая причина — это могут быть просто какие-то гормональные нарушения. На протяжении жизни у девушки могут быть какие-то гормональные сбои, какой-то дисбаланс, это тоже может вызвать это. Также это может быть ряд заболеваний. Я могу здесь вставить эти названия, потому что их сложно произносить.
носить. Также это может быть и за спортом. Например, девушки, которые увлекаются бодибилдингом, которые много качаются, это тоже может спровоцировать растяжение кожи и тоже может вызвать растяжки. Также, конечно же, это беременность, что очевидно. Опять-таки, гормональная перестройка, резко растягивается кожа на животе, на груди и тоже приводит к растяжкам. Так вот, возникает вопрос, почему у некоторых людей есть растяжки, а у других нет. Например, одна девушка могла мазаться и кремами, и бандаж использовать во время беременности, и потом все равно у нее ужасные растяжки на животе, и я знала таких. Моя мама, например, она вообще не знала о том, что такое бандаж, не пользовалась никакими кремами, у нее нет ни одной растяжки. Моя бабушка родила 2 детей. Естественно, она тоже не знала, что такое бандаж, и не пользовалась никакими кремами, и у нее нет ни одной растяжки вообще на животе. То есть тут генетическая предрасположенность. Поэтому, если у ваших родителей, у мамы, у бабушки, если у них не было растяжек, то, вероятнее всего, у вас их тоже не будет. Но опять-таки, это не факт, но, скажем, есть такая закономерность. Безусловно, страховать себя нужно. Например, если я там буду планировать беременность, то, конечно, я буду тоже носить и бандажи, и пользоваться кремами, потому что, как бы там ни было, очень важна профилактика. Также вы должны понимать, что у людей разная структура кожи. У кого-то она более упругая, у кого-то она менее упругая. То есть вы могли даже замечать у людей различные типы кожи. Вот у некоторых она как бы более дрябловатая, что ли, а у других она, наоборот, такая плотная. Опять-таки, тут зависит от людей. Даже есть среди разных национальностей, например, у азиатов она более плотная, у афроамериканцев она еще более плотная. Это тоже, безусловно, влияет. То есть все зависит от того, сколько там коллагена и эластина. Это будет тоже непосредственно влиять на то, как ваша кожа растягивается. Нужно больше об этом говорить, нужно больше рассказывать подросткам, девочкам, показывать, что бывает такое, вот как я говорила про эту модель. Я считаю, что не нужно было ей закрашивать эти растяжки, нужно было показать, что вот да, такое может быть. И если вот, например, девочка, и у нее такая генетика, и у нее в подростковом возрасте появились эти растяжки, чтобы она знала, что это у нее нет какой-то аномалии, патологии, что это что-то такое из ряда вон выходящее, что ей нужно там сильно комплексовать. Я хочу донести такую важную мысль, что всегда предотвратить гораздо проще, чем потом бороться с негативными последствиями. Понимаете, когда у вас уже есть эти растяжки, если вы будете уже мазать кремом с целью, чтобы их убрать, естественно, вы их не уберете, потому что это внутри. Это разрыв кожи, это зарубцованная ткань. На нее никак обычный увлажняющий крем либо масло не повлияет. Но это то, что может предотвратить растяжки. Это то, что сделает вашу кожу более мягенькой, более увлажненной. Я бы рекомендовала подросткам, а также родителям подростков, чтобы они их учили, что нужно с самого довольно раннего возраста пользоваться увлажняющим кремом, что нужно руки смягчать, нужно ноги смягчать, потому что кожа загрубевает, на коже появляются морщинки, заломы. И это должно быть не раз в год, там раз в полгода, это нужно делать на постоянной основе каждый день. Вы приняли душ, тут же намазались кремом, все тело намазали, лицо намазали, масочку какую-то сделали. Это должно быть рутина, как почистить зубы каждый день. И, например, в случае растяжек на данный момент не существует в мире какого-то способа, который бы убрал полностью растяжки на 100%. Есть процедуры, которые могут сделать их менее заметными. Например, лазерная шлифовка. Растяжки также убираются хирургическим путем. Я не знакома с тонкостями этой процедуры. Если мы говорим про лазерную шлифовку, это довольно такой долгий, сложный процесс. Это нужно делать на протяжении, я так понимаю, года. Там нужно это делать каждый месяц, кажется. То есть это много процедур, тоже в зависимости от степени запущенности этих растяжек. Также там много противопоказаний. Безусловно, это болезненно. Нельзя загорать, нельзя еще чего-то. В общем, это уже нужно консультироваться с вашим врачом. Но нужно приготовиться к тому, что это будет длительный, болезненный, недешевый процесс. Я считаю, что эта процедура вполне оправдана, если растяжки действительно очень большие, очень заметные и действительно мешают девушке жить. Если это незначительные белые полосочки, которые все фотографируют в Инстаграм, то я бы такое не стала бы ничего там делать. Если они у меня усугубляться не будут, то я с ними точно ничего делать не буду. Какие есть еще методы борьбы с растяжками, более простые, нежели лазерная шлифовка? Это обертывание. Я слышала, что некоторым они помогают. Они не убирают полностью растяжки, но якобы они их делают менее заметными. Обертывание из водорослей, также это различные пилинги. Можно делать домашние пилинги, можно делать химические пилинги, более профессиональные, мезотерапии.
Да, такая, ребят, несправедливость. Вот я ни разу не слышала, чтобы какой-то мужчина сказал, что он переживает по поводу своих растяжек. Хотя у мужчин тоже есть растяжки, особенно которые много качаются в зале, бодибилдеры, у них у всех есть эти растяжки. Поэтому я считаю, что нам тоже нужно проще относиться к некоторым вещам, которые особенно мы не можем никак изменить. Я, ребят, вам говорила и буду говорить, если вас что-то беспокоит и вы можете это исправить, безусловно, делайте и живите счастливо. Если вы что-то не можете поменять, вообще плюньте на это и не обращайте внимания никакого. Когда мне было лет 13, я была, кажется, в 8 классе, на уроке физкультуры я была в майке и была в спортивных штанах. И там было видно немного этого шрама от аппендицита. И когда учительница по физкультуре его увидела, она мне сказала: кошмар, как можно показывать вот этот шрам, он такой страшный. Я не помню дословно, как это было, но суть была такова. Я вот сейчас думаю, будь на моем месте другой человек, более впечатлительный, возможно, она в нем посеяла такой комплекс, что человек бы реально всю жизнь страдал. Очень жаль, что вот такие люди, как вот эта вот учительница по физкультуре, могут позволять себе говорить такие вещи о других людях, а тем более, когда это касается внешности нашего тела, а тем более каких-то, ну, назовем это дефектов. У кого-то это ожог, у кого-то шрам, у кого-то пигментация, пятно родимое и так далее. Это естественно, это часть нас. Тело человека — это реально его дело, и других это не касается. Я считаю, что человек может делать со своим телом что угодно. Если человеку комфортно в своем весе, он не собирается худеть, даже если параметры далеки от каких-то общепринятых стандартов, он вполне имеет право на это. Да ради бога, если человек счастлив и у него все круто, я только рада буду за него. Несмотря на то, что у меня есть онлайн-фитнес-платформа, я занимаюсь спортом, я рассказываю об этом в своих влогах, показываю такой здоровый образ жизни, но я бы ни в коем случае не стала навязывать спорт человеку. Зачем его заставлять? Если человек захочет худеть, он это будет делать. Не захочет, это тоже его право. Если человек захотел побриться на лысо, пожалуйста. Если ему так хорошо и комфортно, хочет сделать пластическую операцию, опять-таки, это тоже дело человека. Если мы говорим о совершеннолетнем, взрослом человеке, который может принимать адекватные решения, который вменяемый, он может делать с собой все, что захочет, и никто не вправе ему что-то по этому поводу говорить. Каждый из нас имеет свой личный взгляд на красоту, на какие-то вещи, но это лишь наш взгляд, и он никаким образом не должен ограничивать свободу выбора другого человека, он не должен его каким-то образом подавлять, ущемлять, унижать и так далее. Я абсолютно согласна с тем, что происходит сейчас в мире, что все больше людей говорит о том, что красота, она разная, это и разные параметры, различные дефекты, назовем это так, хотя мне это слово не нравится. Но на самом деле это круто. Я бы не хотела, чтобы мои дети, я не знаю, какими они родятся, я не знаю, будет ли у них какое-то большое родимое пятно на их лице, как бывает, либо нет. Я не знаю, что может произойти, будут ли они стройными, либо не будут, но я не хочу, чтобы их унижали в школе, я не хочу, чтобы к ним учительница по физкультуре подошла и тыкала, что у них там есть шрам, родимое пятно, либо еще что-то. Ребят, на этом у меня все. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Ставьте лайк, пишите свои комментарии, а мы скоро увидимся. Пока!